Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля. Вот такая удивительная неделя, 19 число, это у нас дата. Для вас очень важная дата, когда планета Хирон выравнивается с лунным узлом в вашем знаке. Это как жизнь с чистого листа. Или эта неделя потребует конкретных решений, или, может быть, когда мы ищем выход, и мы его находим, или своеобразного выбора. Ну, давайте узнаем, что скажут карты, и два направления основных неожиданности, что важно знать. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, мои дорогие овны. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все равно вы получите. У нас сегодня колода истока. И эта карта отличается тем, что у нее есть промежуточный старший аркан. Это тот, который между 21 и нулевым. Так и называется. Исток. Достаточно холодная колода. Вот давайте. Редко она у меня используется, а, наверное, в раскладах на неделю первый раз. Итак, основные вопросы. Что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, по мнению карты, или что вам может помешать? И что вам будет помогать? Что со знаком плюс? Что скрыто? Достанем такую карту. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Финансы, денежная энергетика. Личная жизнь. Что же важно знать для вас, мои дорогие? Пятерка монет, решение вопросов финансовых. И, знаете, очень важно будет находить с людьми взаимопонимание. Как будто финансы к вам придут, или вы решите со знаком плюс любой вопрос, и это будет зависеть от правильного взаимодействия. Как будто нужно выйти, правда, из какой-то, может быть, повторяющейся ситуации. Вот как раз это очень символично с учетом как раз выравнивания Хирона в вашем знаке с лунным узлом. Вот то, что для вас будет, может быть, на этой неделе наиболее активно проигрываться, или ну вот какая-то сфера жизни, где сконцентрированы, может быть, не один вопрос, а несколько. Скорее всего, вот где-то в этом фарватере. Это не значит, будет с тем же знаменателем или знаком, плюс или минус. Нет, это, скорее всего, та область вашей жизни, которая будет для вас наиболее актуальна аж до 27 года. И по этой карте мы можем говорить сразу, как будто взаимодействие с людьми и финансы для вас на последующие, не просто эту неделю, а где-то, может быть, на 3 года даже наперед, это приоритет. Ну, может быть, кто-то будет менять ваше окружение, вы захотите. С другой стороны, может быть, у кого-то вопросы работы. Но вот важно знать, вот этим двум сферам уделить внимание. Неожиданности. Двойка жезлов. Не торопитесь как будто определяться, если мы будем говорить. Иногда приходится по этой карте быть и вашим, и нашим. Может быть, это где-то в неожиданностях вы придете к выводу, что моя сейчас будет наиболее надежная позиция, если я буду пытаться где-то в двух направлениях двигаться, как бы ни странно это ни звучало. Может быть, это касается отношений, когда я не могу прежнее что-то разрушить или отказаться, и с новым я еще не определился. Достаточно сильная позиция, но это больше наблюдение. Может быть, и вам говорят, в неожиданностях вы примете или столкнетесь с какой-то новостью, информацией, обстоятельствами, у каждого свое. Будет что-то, когда вот эту двойственность просто необходимо сохранять, может быть и так. Или в конечном итоге вы должны будете, если мы так немножко забегаем вперед, в чем-то определиться. Но на этой неделе нам говорят, нет, точно не торопись. Здесь нужно быть очень внимательным, как будто, ну, не должны совершить ошибку. Но, повторюсь, сильная позиция. Это не есть сама неожиданность. Иногда по этой карте, может быть, вам и хочется с чем-то определиться, но обстоятельства, они не развились должным образом, или нет какой-то конкретики более точной, а вы как будто чувствуете, нет, я не должен или не должна ошибиться. Чему сейчас не время? Давайте мы узнаем. Паш чаш. Вы знаете, не время в целом эмоциям, не время чему-то размыто непонятному. Вот это, кстати, колода карт, она отличается тем, что многие образы
они поданы как словно сквозь дымку и плохо видны. Вот вся колода так прорисована, но вместе с тем есть и арканы, которые достаточно четко вырисованы и понятно, что же там изображено. Так вот, когда есть определенная размытость, это значит, мы пока не видим, опять же, какой-то конкретики. Мы как будто нам нужно уделить внимание, может быть, или информацию какую-то найти по данному вопросу. Вот здесь сама по себе прекрасная карта о хорошем настроении, но где-то не замечтаться она нам говорит, потому что нет какой-то на основе этой карты либо стратегии, либо продолжения, либо чего-то такого надежного на долгое время, чему сейчас не время. Наверное, планировать что-то наверняка, может быть, поэтому двойка жезлов и все, что мы с вами говорили, лучше вот эту двойственность, какую-то биполярность вам сохранять, может быть, в тех вопросах, которые касаются и отношений, и вопросов финансов. Правда, где-то и не замечтаться будет тоже важно, но настроение в целом у вас будет хорошее. И тут как раз где-то, ну, знаете, в хорошем смысле, конечно, когда вдохновение нас посещает, но иногда оно нас расслабляет, да, и вот здесь нам говорят, ты не расслабляйся, твоя задача видеть что-то конкретно, или найти эту информацию, или докопаться до сути вопроса. Что же вам помогает? Пятерка чаш. Тоже образ как будто, да? И мы знаем по пятерке чаш, это у нас что? Это у нас апатия. Или это когда нам не хочется чем-то заниматься. Или ну, есть какая-то история, которая нас разочаровала. Может быть, конкретный человек разочаровал. Но все же, эта карта в позиции, что вам помогает. Вообще, это, по сути, наверное, выглядит где-то так нейтралитет. Или, мои дорогие овны, может быть, это вам и не свойственно, но, собственно говоря, я говорила, эти карты достаточно холодные, потому что их трактовка где-то очень жесткая к тем событиям, которые происходят. И если мы переложим эту пятерку чаш, что же вам помогает? Оденьте маску. Будьте хорошим актером на этой неделе. И обстоятельства, видимо, таковы, что заявлять о своих планах или кому-то обещать, например, обещать свою помощь. Нет, это точно. А вот вынужденно, как будто вам нужно транслировать какую-то отстраненность, нейтралитет от какой-то сложной ситуации. Может быть, вас к чему-то будут склонять, призывать, или какой-то проект вам предложат, или, может быть, как участие, да, в чем-то, но даже по вашему месту службы, работы. И здесь как будто нужно в нейтралитете сохраниться или уйти, может быть, у кого-то из той ситуации, которая на вас наложит какие-то обязательства. Вот это точно, чтобы не было разочарований. Ведь не время что-то как будто ставить на кон. Или не время на этой неделе заглядывать в будущее, вот как будто нет. Прожить нужно эту неделю, решая конкретные вопросы, как в плане общения с людьми, так и решая материализм какой-то, мои дорогие овны. Поэтому, если даже вы считаете, что я недостаточно хорош актер или актриса, на этой неделе карта напрямую рекомендует: одень маску и попробуй. И тогда ты сохранишь себя, сохранишь свои позиции, может быть, узнаешь много интересного. Иногда вот где-то вот эта маска нам помогает узнать тайны, мои дорогие, или случайно какую-то новость услышать, да, ведь иногда, когда мы, ну, как будто находимся между, да, или вот такое наше состояние, ну, внешне, по крайней мере, апатичное, оно у окружающих людей не вызывает сомнений или где-то больше доверия. Иногда люди могут разговориться. Это умение держать паузу, мои дорогие. А человек так, это один из психологических, кстати, маневров. Если вы хотите, чтобы человек вам рассказал больше, чем он собирался, держите паузу. Потому что и мы, кстати, на эту удочку тоже можем попасться. Но не вы на этой неделе, хотя все возможно отрицать нельзя. Это когда мы, допустим, нам человек что-то предложил или что-то сказал, а мы молчим. Человек предполагает, что от нас он услышит, ну, по крайней мере, наши отношения по данному вопросу.
а мы опять молчим. И психологически человек, природа человека такова, о чем он думает в эту минуту, что он неправильно или недостаточно хорошо объяснял. И он начинает раскрывать ту или иную тему, тот или иной вопрос. В результате он говорит больше, чем собирался, а мы узнаем какую-то тайну. Вот у кого-то этот момент может психологически и проиграться. По крайней мере, я описала все то, что вам помогает, по мнению карт. Идем дальше. Что скрыто, мои дорогие? Ну вот как интересно, да, у нас пятерка выпадает чаш, а тут четверка чаш. Что скрыто? Ну, это вы можете что-то скрывать, может быть и так. Для кого-то из вас это конкретный вопрос с конкретным человеком, и у человека, может быть, есть какая-то привычка. Не самое хорошее, будем говорить. У нас изображен молодой человек, который сидит вот в такой темноватой сумеречной обстановке, стоит стакан и между двух кубов. То есть его вроде бы как какая-то реальность, конкретика окружает. А он где-то на грани, его нет, он не присутствует. И поэтому по этой карте также где-то проходит как отказ от чего-либо, либо проходят наши вредные привычки. Может быть, у кого-то из вас, я не утверждаю, есть такой человек, да, когда его личная история как-то пересекается с вами. Или вам нужно какую-то проблему решить. И знаете, вы не решите, вы не поможете ему. Это правда. Тогда пятерка чаш будет говорить: отстранись, отступи полшага назад. Не участвуй в этом. Это не имеет продолжения. Ты потратишь либо деньги, помогая ему, либо это не тот человек, на которого ты сможешь понадеяться, мои дорогие. Ну, где-то, если мы к вам самим применяем, может быть, есть какая-то задача, которая трудновыполнимая, или вы не знаете, как к какому-либо делу подступиться, мои дорогие, что скрыто, это где-то может быть ваше состояние такое. Я на эту неделю не знаю, что мне предпринять. И где-то из-за вот такого вашего настроя вам может казаться, что словно весь мир против меня, сговорились. Правда, по пятерке монет, может быть, потому что холодность в отношениях, недостаток взаимопонимания проходит по этой карте. Или я не могу решить какой-то финансовый вопрос. Это то, что скрыто. Ну, давайте мы посмотрим поконкретнее по основным сферам жизни: дела, работы, бизнес. А здесь, знаете, энергетика ваша, жезлы, огненная энергия. На что-то как будто нужно решиться. Либо будет информация, либо чего-то не упустить. И, скорее всего, посмотрите, одна карта, двойка жезлов, и все, что я по ней говорила. И внизу выпадает, ну так у нас получилось, дела, работа, бизнес, как раз эта сфера. Тут действительно и вашим, и нашим. И достаточно энергичная неделя, что бы нам тут ни казалось, но по пажу жезлов это больше какой-то идет импульс. Так вот, импульс, он может быть хорош, если он вам помогает продвинуть какой-то вопрос, договориться. Или это как выход из создавшейся ситуации, правда, как инсайт. Вот здесь может быть его величество случай, вам где-то будет помогать. Но отказываться от какой-то надежной стратегии или от того, чем вы занимались, или от тех людей, которые проверены, или вот, ну, то, чего вы достигли. Здесь мы точно не разворачиваем колесо истории, но как будто пробуем себя либо в новом деле, либо в каких-то новых открывшихся возможностях. Мои дорогие, тут может быть просто известие о том, что по вашему месту службы, работы что-то меняется. Меняется график работы, меняется какая-то организация процесса, да, рабочего, или какие-то изменения в руководстве, или с коллегами. Вот есть что-то такое, куда вы свою энергию как будто можете приложить, и это вам будет помогать. Финансы. Пятерка мечей. Ну, правда, вот тут такая неделя, нет про, не но, извините, правда. Еще одна пятерка. Пятерка – это всегда своего рода, ну, какой-то недостаток есть, да, и у вас, посмотрите, третья пятерка. Здесь, правда, что-то форсировать не надо. Если мы говорим про Хирон, планету Хирон, хотя кто-то называет ее астероидом, кто-то планетоидом, кто-то даже кометой, но мы то, что привычнее слуху. Так вот, ведь это символ израненного целителя Хирон. Кому интересно, можете посмотреть видео, я уже не останавливаюсь подробно, на февраль месяц для вашего знака зодиака я рассказываю об этом, да и на март. Вот у меня есть такое видео с марта по апрель 27 года, там тоже вот эти аспекты
я более подробно освещаю. Пятерка мечей, посмотрите, танец на мечах. Хотим мы или нет, но правда, как будто свою стратегию финансовую придется пересмотреть. И эта карта, кстати, это выпадает она на финансы, но это вообще первая победа называется этот аркан, когда мог быть какой-то конфликт до этого. Или на этой неделе нам может оказаться, что либо вы не хотите какую-то историю продолжать, а придется, мои дорогие, держать какой-то нейтралитет, словно сидеть на двух стульях одновременно, и это будет вам помогать. И при всем при этом транслировать какую-то, ну, вот такую апатию, меланхолию, как минимум, мои дорогие, или нейтралитет, потому что тут важно с кем-то не разругаться. Правда, в вашей жизни на состояние финансовых вопросов влияют ваши взаимоотношения. С одной стороны, это взаимоотношения на работе, например. Откуда же мы получаем деньги, да, откуда-то, точнее, они к нам приходят. И вот, видимо, взаимодействие того места, откуда как раз начинается исток вашего финансирования. Вот не должно быть здесь ошибок или не должно быть какого-то противостояния, потому что мы можем пытаться что-то доказать, и по этой карте вам, может быть, даже захочется отстаивать себя, но сделать это нужно красиво. По пятерке мечей не случайно у нас человек, посмотрите, на мечах танцует. Он все-таки танцует. Это ловко манипулирует. И по пятерке мечей, повторяюсь, это воин в душе. Вот воинам оставаться в душе стоит. Принципам своим не уступать. Но вопрос в том, чтобы и при этом суметь со всеми договориться. Вот эту дистанцию конфликта, ее ни в коем случае не расширить, не создать для себя круга завистников или тех злопыхателей, которые в последующем подставят вам подножку. Так тоже бывает. У кого-то эта история будет касаться личной жизни, и там тоже есть финансовая составляющая. Значит, там тоже нужно, если, может быть, это с конкретным человеком и с привычками связано, значит, нет смысла тогда как будто вкладываться в этого человека. У вас могут быть, не у всех, понятно, но у каждого своя история, как будто вам надо будет принять однозначное мнение, решение. Но сказать, что действовать вы будете именно на этой неделе, то нет. А вот то, что какой-то гештальт можете надумать закрыть, то это точно. Но, опять же, никому ничего не говорим, не предвосхищаем события. Личная жизнь. А вы знаете, у вас, тем не менее, очень прочная позиция. Посмотрите, жезловые карты, как они красиво, ярко выглядят здесь, да, вот 3 жезловые карты. И 4 жезлов – это праздник после победы. Значит, есть возможность как в личной истории решить какую-то ситуацию, либо для кого-то из вас решить финансовый вопрос. Это не просто праздник, а это именно еще и какая-то победа, успешное решение того или иного вопроса. И личная жизнь не только про любовь, у кого-то проиграется буквально. Это ваша личная любовная история взаимоотношений, когда вы поссорились и есть возможность помириться, при этом услышав оппонента. А для кого-то это ваш успех в бизнесе, мои дорогие. Когда не мытьем, так катанием, вот точно по пятерке чаш, вы все равно как-то продавите красиво, элегантно, в свою сторону ту или иную ситуацию. У вас получится. Но ваша задача быть совершенно в других энергиях. Вот этот импульс не должен помешать. Как будто вот эта дуальность, она совершенно необходима. Неожиданности или какие-то, может быть, и наперед неожиданные события, вы с ними можете столкнуться, когда вот именно такая тактика ваша, она вам будет от начала до конца помогать. Будь то это деньги, будь то это вопросы с коллегами, руководителями, или будь то это ваша личная жизнь, по крайней мере, нам об этом говорят карты. Вот такая неделя. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.